Па-па-па. Ну, в принципе, можно его порвать. Это выглядит как реклама, но на самом деле я... Всем привет, меня зовут Данил, это Цитадель Покраса. Я заказывал все миниатюры в Артелеве, поэтому давайте сегодня распакуем. Это не реклама, вы понимаете. Сегодня я расскажу честно, как мне вообще понравилось, не понравилось. Вот, правда, я уже открывал, чтобы проверить, все ли на месте. Вот. Ну, мы с вами снова разрежем все и будет красиво. Вот. Но я все оставил там нетронутым, сложил так, как оно лежало, и давайте же посмотрим, что мы получили за миниатюру, да, и расскажу вообще, что я заказывал, как заказывал. В общем, сегодня в ролике у нас обзор на такую мастерскую, да, где делают миниатюры, как Артель. Думаю, многим интересно. Многие думают, заказывать, не заказывать. Знаю, таких мастерских есть несколько штук, но я вот решил попробовать заказать у Артель. Вот. Если хотите, чтобы я проверил какие-нибудь другие магазинчики, то пишите в комментариях. Вот, а сейчас давайте приступать к распаковке. Также не забывайте подписываться на нашу группу ВК. Там постоянные посты по покрасу. Показываю, что крашу я. Скидываю вам интересные гайды, видосы, свои, не только свои. И через товар-группы вы еще можете заказать покрас миниатюр, либо купить уже покрашенные настольные игры и миниатюры. Вот, перейдите по ссылке в описании, а мы начинаем распаковку. Так, ну смотрим, что мы видим. Это достаточно приятная упаковка такая, веревочка, как, знаете, этот в былые времена или как из фильмов. Немногие бренды, конечно, так запариваются, и это, конечно же, плюс. Давайте с вами разрежем и посмотрим, что там внутри. Так, разрезаем. Так, ну я уже разрезал, поэтому мы еще снимем здесь вот все, что есть. И вот эта штука, кстати, она приклеена. Ну, как вы понимаете, это просто расплавленный, как это, ну, воск, наверное, да, и поставленная печать. Ну, прикольно выглядит, прикольно. Так, открываем. Так, и мы с вами... Открывается она, как вы понимаете, не вот так вот, не через этот край, а вот здесь вот такая коробочка нас встречает сбоку. Открывается через боковые отверстия. Ну, они тут сквозные, вот. Поэтому достаем и помогаем себе с другой стороны. Ну, в принципе, можно его порвать. Вот, встречает нас вот такая коробочка. Такая коробочка. Здесь просто номер заказа. Все. Так, ну давайте откроем эту коробочку. Сделана она, ну, хорошо, из плотного картона. Давайте откроем и посмотрим, что же нас встретит внутри. Что же нас встретит внутри? Так, открыли. Здесь нас встречает пупырчатая пленка и сама миниатюра. Тут вот, как мы видим, база немножко недоработанная, но это без проблем можно зачистить. Вот, и сама миниатюра в пакетах. Вот так вот это все выглядит. В пакетиках какие-то обозначения в виде квадратиков. Наверное, это нужно было изготовителю. Мне это, в принципе, ни к чему. Либо написать, наверное, номер пакетика. Вот. Здесь они не подписаны, и я заметил, что здесь нет инструкции. Я надеюсь, я разберусь, как это собирать. Вот, в принципе, миниатюра не сложная. Это Рейдмастер. Фотография сейчас, может, где-то здесь всплывет, если я не забуду ее вставить. Вот. Вот, все в пакетиках. Это у нас тут девочки. А здесь сама подставочка, на которой будет стоять наш Рейдмастер. Тут ноги, головы. Давайте откроем и поближе покажу все. Так, ну, база нам мало интересна. Да, обычная, такая же, как от ГВ, такая же ГВшная баска. Вот.
Давайте лучше откроем эти пакетики. Мы открываем пакетик. Ну, можно вам что-нибудь достать, показать. Миниатюры эти из смолы. Именно оригинал был сделан на 3D принтере, а именно миниатюрки, да, все эти вот детали отлиты из смолы. Из смолы, вот как можно видеть. Работа хорошая. Здесь вот маленький дефектик есть, но это, опять же, защитить это вопрос несложный и решаемый. Вот. Эта баска у нас будет стоять, как вы поняли, вот так вот. И сверху будет стоять наш рейдмастер, да, и здесь будут сидеть рабы. Вот. Качество хорошее, детализация отличная. Вот как мы видим здесь структуру камня, черепки, цепи, все есть. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Давайте из этого же пакетика чуть покажу вам. Вот тут, например, плащ такой сшитый из лоскутов. Тут что-то вывалилось, это какая-то тарелка. Так, или чья-то шляпа, наверное, тарелка скорее. Так, несколько вариаций голов, есть вот такая. Вот, и на каждой детали есть вот такие штуки. Вот такие штучки. Как я понимаю, это кусочек литника. То есть, как его отливали, это кусочек, который надо отрезать. Потому что на фотографии такого не было. Я спросил, что это, мне сказали, ну да, это литник, который надо отрезать. Как я понимаю, кстати, инструкция по сборке, это и есть фотография, то есть в группе Артели. Ну, в ВК, я через ВК заказывал. Вот, цепи. Вот такие маленькие цепи. В общем, детализация, как видите, хорошая. Не знаю, как будет убираться тут облой, зачищаться. Проблемно, не проблемно. Но детализация очень хорошая. Очень высокого качества смола. Уже сейчас крашу миниатюры из смолы. И я не особо доволен качеством. А вот здесь вот прям хорошо. Вот, видите, прям все детали очень качественно сделаны. Вот. Это выглядит как реклама, но на самом деле я реально действительно рад. Ну, миниатюра и не из дешевых, скажем честно, да. Не технолог. Поэтому качество, думаю, соответствует своей цене. Конечно, может было бы лучше из пластика, ну хотя не знаю, опять же, спорно. Кому что. Если это, ну, такая достаточно твердая смола, я бы даже не сказал, что это смола, она твердая, видите, она даже не гнется. Вот как вам показать, видите, не гнется она. Совсем чуть-чуть. Она прям выглядит как пластик, но мне скажут, что это смола. Вот, ну, хорошая смола, которая похожа на пластик, поэтому я думаю, особо даже разницы нет, пластик это или смола, но вот именно в данном случае. Вот, потому что качественно сделано все. И мне очень нравится. Вообще, изначально хотел заказывать бюст, именно не такую миниатюру, да, как я заказал, а именно бюст. Давайте еще этот пакетик откроем. Именно бюст. Было интересно покрасить, но что-то потом в своем последнем моменте я подумал, что лучше закажу миниатюру. Я его увидел, влюбился сразу же. Красивая миниатюра, ничего не скажешь. Это не из какой-то настольной игры, это просто как бы миниатюра на полочку. Коллекционные миниатюры, да. Так, сейчас проблемка. Вот. Вот такая еще дополнение. Вот на фотографиях вы видели, нет? Так вот будет сидеть рабы, да, на данной миниатюре, и сверху будет стоять рейдмастер. Именно вот здесь вот место под ноги и вот место для приклеивания сидящих рядом рабынь. Вот.
Ну, там была возможность выбрать либо мужчин, либо женщин. Я решил женщин, тем более обнаженные женщины, возможно, чуть больше лайков соберут, чем обнаженные мужчины, да? Поэтому выбор мой пал на женщин. Ну и как-то с ними посимпатичнее. Ну хотя и с мужчинами там тоже неплохо, не знаю, просто захотел, как оно было в первой фотографии, я как увидел, и именно вот первая вариация мне понравилась почему-то больше. Вот. Как-то так, не знаю, пишите свое мнение об артели, кто у них что заказывал, может были какие-то плохие ситуации, но мне все нравится. Упаковка хорошая, вот плотный картон, все хорошо пришло. Пришло, кстати, быстро. Я живу достаточно далеко от Санкт-Петербурга, и все равно пришло все быстро, буквально за неделю, но я считаю это недолго. Мне бывает по краю дольше едет, а здесь прям за неделю все приехало. Вот. Думаю, все ясно, то есть... наверное, буду снимать видео, как я собираю эту миниатюру, потому что это будет достаточно интересно, потому что, как вы понимаете, инструкции здесь нет. Буду как-то ориентироваться по фотографии и, наверное, вместе с вами будем собирать, либо соберу сам, потом посмотрите фотографии, покрашенные в группе ВК или в Инстаграме. Вот. Жду ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока-пока. Все, бай-бай, ребят. Вот так вот. Необычный ракурс для меня, поэтому все, всем пока-пока.